Приветствую! Сегодня я хотел бы вам рассказать о Opel Omega B. У меня был такой автомобиль, я им пользовался 2,5 года, поэтому накопились какие-то знания, сведения, может кому-то пригодятся при покупке, кто раздумывает купить себе такой. Этот автомобиль, скажу сразу, он заднеприводный, у него задняя независимая подвеска, поэтому автомобиль очень мягкий. Выпускался он с 94 по 99 год. Всего было 3 Омеги. Это Омега А, Омега Б и Омега С. Сегодня мы поговорим о второй Омеге. Она была представлена в 2 кузовах. Это был седан и универсал. По длине они одинаковые. В универсале, естественно, больше места в багажном отделении. В седане также его достаточно. Если посмотреть багажник, то у меня стоял баллон 60 литров продольный, и места оставалось еще достаточно, чтобы положить какой-то груз, то есть багажник довольно большой. Еще есть плюс, есть возможность ложить длинные предметы в багажник, то есть путем просовывания их через этот люк в салон. То есть люк можно либо полностью спинки сложить сидений, либо сложить только подлокотник, если нужно что-то небольшое. В универсале, конечно, багажник намного больше, и в нем есть один такой замечательный плюс, что когда складываются сиденья, спинки сидений задних пассажиров, то получается абсолютно ровный пол длиной почти 2 метра. В салоне автомобиля довольно все приятно, довольно все культурно и сделано из качественных материалов. Торпеда, она мягкая, она приятная, она не царапается. Может стереться руль, так как он в кожаной оплетке. Естественно, она стирается, и рычаг переключения передач. Иногда подлокотники, там, где кожух ручника протирается. Для задних пассажиров достаточно много места, можно сидеть практически закинув ногу на ногу. Есть недостаток, так как автомобиль заднеприводный, то под туннелем проходит карданный вал, и этот туннель достаточно высокий, поэтому среднему пассажиру будет неудобно. Консоль управления была с климат-контролем и была с ручным управлением. Обе версии они позволяют раздельно регулировать температуру для пассажира и для водителя. Еще есть особенность в управлении заслонками, то что они управляются не тросами, а вакуумными клапанами. Вакуум берется с выпускного коллектора, и иногда эти трубки вакуумные, они тоненькие, и от старости уже пластик хрупкий становится, они ломаются. Из-за этого, даже если они не полностью сломались, они могут подсасывать воздух, что может приводить к троению двигателя, какой-то неустойчивой работе, но при этом заслонки будут переключаться так, как им хватает этого вакуума. Приборная панель, она простая, тут ничего особенного нету, только сигнальные лампы, поэтому не останавливаться я не буду. Также есть бортовой компьютер, он показывает текущий расход, средний расход, температуру за бортом, и часто как здесь выгорают пикселя, и даже не то что выгорают, а пропадают контакты. То есть нужно разбирать, все пропаивать. С кузовом у Омеги есть определенные проблемы. Он очень склонен к ржавчине. То есть сама лакокрасочное покрытие на нем довольно хорошее, толстое, качественное, но со временем оно стирается в таких активных зонах, как арки колес и низ дверей, и там появляются очаги коррозии, которую остановить у меня не получилось. Если даже это все зачистить, покрасить, все равно эта ржавчина появляется чуть дальше в тех местах, где ее не было, то есть прогрессирует очень сильно, поэтому нужно очень быть внимательным к этим зонам, когда вы ее покупаете. Ржавеют также и остальные части кузова, это касается не только дверей, а днище, стаканы подвержены, передние и задние. Еще есть неприятный такой момент, так как стекла фар с органического стекла, то этот пластик становится мутным. Он мутнеет и практически настолько мутнеет, что фары уже ночью очень плохо светят, особенно когда едет встречная машина, ничего не видно. И самое главное, что полировка решает вопрос совсем ненадолго, они снова становятся мутными. По двигателям самый простой это бензиновый двигатель 2-литровый 8-клапанный двигатель. Он самый слабый среди бензиновых, но в то же время самый надежный и простой в обслуживании.
Если вы спокойный водитель, то этот двигатель очень вам подойдет, так как он вас будет радовать своей простотой и неприхотливостью. Следующий двигатель — это 2-литровый 16-клапанник. Этот двигатель повеселей, но он уже сложнее, в нем больше электроники, в нем больше датчиков, и он более такой капризный. Это двигатель серии Ecotec. У него есть неприятные моменты. Это течь клапанной крышки, так как она пластиковая. Под нее часто течет масло. У меня был именно с таким двигателем. Часто гуляют обороты. Это регулятор холостого хода нужно заменить. Так как новых их нету, а те, которые на разборках, они примерно такого же состояния, и через какое-то определенное время они также само начинают работать. Поэтому момент. И еще трескается выпускной коллектор, и что приводит, и он так трескается неявно, то есть его не видно, что он треснул. Трескается, и получается такой звук, как будто стучит или гидрокомпенсатор, или клапан, то есть очень такой металлический звук. На самом деле это просто выхлопные газы через эту щель прорываются. Еще в этих двигателях Ecotec выходит из строя часто датчик распредвалов, датчик положения распредвала. Вот. Меняется он быстро, но тоже неприятно, потому что когда он выходит из строя, загоряется check engine, и автомобиль не развивает обороты больше 4500. Двигатель 2,5 литра, это 6-цилиндровый V-образный двигатель. Двигатель обладает нормальной динамикой, позволяет хорошо разгоняться и в городе, и за городом. Предыдущие 2-литровые, конечно, они слабые, что 8-клапанные, что 16-клапанные, их недостаточно для быстрых маневров в городе. Вот на этих, на 2.5 и следующий двигатель 3.0, на них уже приятно ездить. Двигатели эти идентичны по внешнему виду, вот, отличаются сложностью обслуживания, так как места мало для обслуживания, и чтобы поменять тот же ремень ГРМ, нужно довольно много всего снять, чтобы к нему добраться. Эти двигатели не имеют каких-то выраженных конструктивных недостатков. Единственный их недостаток — это расход, естественно, будет у них повыше. То есть 3-литрового по городу это около 15 литров и выше. Из дизельных двигателей представлено два мотора. Это 2-литровый турбодизель и 2,5. 2-литровый турбодизель, я бы вам его рекомендовал, так как это простой двигатель. В нем нет каких-то электронных сложных систем. Вот, он обладает достаточной надежностью, но динамика у него такая посредственная. Если вам хочется передвигаться быстрее и на дизельном двигателе, тогда покупайте 2.5 турбодизель с интеркулером. Это 6-цилиндровый рядный двигатель, который позаимствован у BMW. Двигатель очень сбалансированный, очень мягкий, очень тихий. Великолепно двигатель работает, если он исправен. Но в нем есть много датчиков, и он немножко капризен. Если какие-то ошибки, не всегда можно это продиагностировать и с уверенностью сказать, что это что-то вот именно вот это не работает. Так, двигатель прекрасный, он очень хорошо разгоняет этот автомобиль, очень приятно звучит. Расход у него по городу зимой может быть и 11, и 12 литров. Ну, а так в среднем около 9 где-то получается. В целом, по машине я могу сказать, что это довольно качественный автомобиль, который сделан с душой, над каждой деталью там инженеры думали. Очень комфортный у него салон, очень мягкая подвеска, и вот эта мягкость подвески, она не идет в ущерб устойчивости. Недорогие запчасти, есть все можно найти. Из недостатков, то, что мне не нравится, это сильная коррозия кузова, которая очень прогрессирует, вот каждый год что-то новое вы видите, и ненадежные датчики. Ну, еще я, может быть, отнес низкий клиренс. А так, отличный автомобиль во всех планах. Благодарю всех за просмотр, желаю всем удачи. Если есть вопросы, обращайтесь.